Всем привет! Сегодня я поделюсь рецептом торта выручалочки. Он не только невероятно вкусный, но и готовится достаточно быстро из самых простых ингредиентов, так что он точно не ударит по кошельку. Начнем с самого важного. Приготовим крем для торта. В кастрюлю насыпаем 180 грамм сахара, 60 грамм крахмала. Добавляем четвертую часть чайной ложки соли и 10 грамм ванильного сахара. Перемешиваем сухие ингредиенты. Сюда же разбиваем 3 яйца. Перемешиваем. В конце наливаем 600 мл молока. И опять все перемешиваем до однородности. Кастрюлю ставим на огонь. Варим крем, постоянно перемешивая на среднем огне. Когда крем начнет густеть, то начинаем более интенсивно перемешивать крем. После того, как крем закипит и начнут появляться пузыри, варим крем еще 1 минуту и снимаем с огня. После заваривания основу для крема нужно остудить, периодически перемешивая, чтобы не образовалась сверху корочка. Чтобы крем быстрее остыл, кастрюлю с кремом можно поставить в холодную воду. Теперь готовим коржи для торта. В кастрюлю кладем 80 грамм сливочного масла. Наливаем 200 мл воды комнатной температуры. Насыпаем третью часть чайной ложки соли. Ставим на огонь. Смесь доводим до кипения. Как только вода с маслом закипит, насыпаем 130 грамм муки. Все сразу же интенсивно перемешиваем ложкой. Когда все тесто соберется в один комок, снимаем кастрюлю с огня. Сразу же в эту массу разбиваем 4 яйца по одному. После каждого яйца тесто взбиваем миксером. Готовое тесто перекладываем в кулинарный мешок. Отрезаем небольшой кончик. На пергаментной бумаге карандашом рисуем окружность. Я нарисовала окружность диаметром 22 см. Из теста по намеченному контуру рисуем круг. Внутри круга тестом наносим полоски на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга, сначала в одном направлении, а затем в другом, чтобы получилась сеточка. Пергамент с тестом переносим на противень. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 12-14 минут. Таким методом готовим все коржи. Если ширина противня позволяет, то можно печь по 2 коржа сразу. Удобнее всего это сделать, нарисовав на одном куске пергамента 2 окружности рядом. Из этого количества теста у меня получилось 6 коржей диаметром 22 см. Заварная основа уже остыла до комнатной температуры. Продолжаем готовить крем. В миску кладем 180 грамм мягкого сливочного масла. Оно должно быть мягким, постоявшим при комнатной температуре несколько часов. Начинаем взбивать масло миксером примерно 1 минуту, чтобы оно стало пышным и посветлело. Добавляем заварную основу. Вводим ее по 1 столовой ложке. Добавили ложку, подождали, пока она полностью соединится с маслом. И только потом добавляем следующую. Не торопитесь, этот метод гарантирует, что крем не расслоится и получится идеально гладким. Как только вся заварная основа вмешалась, взбиваем еще буквально 10-15 секунд. Долго взбивать не нужно. Интересно, а у вас всегда крем получался с первого раза? Или бывало, что он расслаивался? Напишите и поделитесь опытом. Крем готов. Складываем торт. На дно плоского блюда кладем первый корж. Смазываем его кремом. Накрываем вторым коржом. Опять смазываем кремом. Таким методом складываем весь торт. Немного крема оставляем для украшения торта сверху. Кладем последний корж, но его кремом не смазываем. Оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой звездочка. Сверху отсаживаем на торт звездочки из крема. Торт накрываем сверху крышкой и ставим в холодильник настояться. Торт можно пробовать уже через пару часов, но если вы выдержите и оставите его на ночь, поверьте, результат превзойдет все ваши ожидания. А вы выдержите до завтра, пишите ваши комментарии. Торт готов, можно подавать на стол.
Торт получился очень вкусным. Нежный заварной крем идеально сочетается с легкими коржами из заварного теста. Приготовить такой десерт совсем несложно и справится с ним каждый. Этот торт украсит любой стол и порадует ваших гостей. Также у меня на канале есть и другие рецепты тортов. Чтобы долго не искать, один из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим торт «Сказка». Воздушные бисквитные коржи и нежный крем всех покорят своим вкусом. Приготовление несложное и продукты доступные. Сначала приготовим бисквит для торта. 6 яиц разделяем на белок и желток. Чтобы яйца быстрее взбивались, лучше нагреть их до комнатной температуры. К белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Постепенно насыпаем 130 грамм сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Это очень важно. Когда увидите, что появляется след от миксера на белках, можно прекратить взбивание. Во взбитые белки вводим желтки в 2-3 подхода. Взбиваем еще примерно 2 минуты. Можно взбивать яйца не разделяя, но на это уйдет значительно больше времени. Во взбитые яйца с сахаром добавляем 150 грамм муки в 2-3 подхода, просеивая ее через сито. Просеивать муку нужно обязательно. Аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. Тесто должно получиться воздушным. Все перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Форму с тестом ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 35-40 минут. Бисквит испекся, оставляем его остывать. Остывший бисквит достаем из формы. Лучше всего бисквит испечь заранее и дать ему отлежаться ночь. Тогда он будет хорошо резаться и меньше крошиться. Уже остывший бисквит разрезаем на 3 примерно одинаковых коржа. Верхушку бисквита срезаем. Готовим крем для торта. 4 яйца разделяем на желток и белок. Желтки кладем в кастрюлю, а белки нам не понадобятся. К желткам наливаем 200 мл молока и насыпаем 250 грамм сахара. Все ставим на огонь. Нагреваем на огне чуть меньше среднего, при этом постоянно перемешивая. Когда смесь начнет закипать, снимаем ее с огня и оставляем остывать до комнатной температуры. Заварная основа остыла. В миску кладем 400 грамм мягкого сливочного масла. Немного его взбиваем. Насыпаем 8 грамм ванильного сахара. Опять взбиваем. Ко взбитому маслу постепенно в 3-4 подхода добавляем заварную основу. Заварная основа обязательно должна быть уже остывшей, иначе крем потечет. Крем готов.
Готовим сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем полстакана воды и насыпаем 1/4 стакана сахара. Все ставим на огонь. Когда сироп закипит, снимаем его с плиты и даем полностью остыть. Уже остывший сироп переливаем в стакан и по желанию добавляем 1 столовую ложку коньяка. Перемешиваем. Складываем торт. Кладем первый корж. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку. Зажимаем кольцо до размера коржа. Бисквит хорошо пропитываем приготовленным сахарным сиропом с коньяком. Выкладываем часть крема. Равномерно распределяем его по коржу. Накрываем вторым бисквитным коржом. Его точно так же пропитываем сиропом. Снова наносим крем и распределяем его по коржу. Крем выкладываем не весь, часть крема оставляем для украшения торта по бокам и сверху. Это примерно половина крема. Третий корж отдельно еще на столе пропитываем сиропом. Кладем на крем пропитанной стороной вниз. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться минимум на 4 часа. Я поставила на целую ночь. Оставшийся крем тоже накрываем пленкой и ставим в холодильник. Торт застыл. Снимаем кольцо и ацетатную пленку. Крем, который остался, предварительно за полчаса достаем из холодильника, чтобы он согрелся и стал мягким. Если крем немного расслоился после того, как постоял в тепле, то его нужно взбить миксером, и он снова станет гладким. Кремом обмазываем бока торта и выравниваем. Немного крема наносим сверху, чтобы прибить крошки. Торт ставим в холодильник. Пока он охлаждается, готовим шоколадную глазурь. В сотейник насыпаем 60 грамм сахара, 10 грамм кукурузного крахмала. Просеиваем 25 грамм какао через сито. Сюда же наливаем 125 мл воды или молока. Все перемешиваем. Обязательно нужно, чтобы все ингредиенты соединились, а уже после этот сотейник ставим на огонь. Варим на небольшом огне, постоянно перемешивая венчиком. Как только смесь закипит и появятся первые пузыри, снимаем сотейник с огня. Все еще немного перемешиваем и оставляем остывать примерно до 30 градусов. Глазурь остыла до 30 градусов. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Вынимаем хорошо охлажденный торт из холодильника и переставляем на блюдо, на котором будем подавать его на стол. Наносим глазурь на торт. Делаем потеки по бокам торта. Если глазурь получилась недостаточно жидкой, то ее можно разбавить горячей водой и хорошо перемешать. Густота глазури зависит от жирности какао. Остатки шоколадной глазури выливаем сверху на торт. Все аккуратно разравниваем. Торт ставим остывать в холодильник. В оставшийся крем просеиваем через сито 1 столовую ложку какао.
Крем перемешиваем до однородности. Получившийся шоколадный крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой «Звездочка». Украшаем торт шоколадными розочками. Готовый торт ставим в холодильник застывать. Торт «Сказка» получился очень вкусным и красивым. Нежные бисквитные коржи и сливочный крем прекрасно сочетаются между собой. Такой торт отлично подходит на любой праздничный стол. Украсить такой торт можно по этому примеру или по своему вкусу. Чтобы торт «Сказка» полностью раскрыл свой вкус, его нужно достать из холодильника за час до подачи его на стол. Также обязательно напишите в комментариях, какой торт приготовить следующим. Мне очень интересны ваши идеи.